верить, что здесь поменялось. Мы ничего не верим, что что-то поменялось. Все как было, так и есть. Ждем сезона, готовимся, ждем сезона. Приедут все. Приедут к нам и Украина, приедут к нам и Россия, и какие военные. Где вы видите военных? Нас лично здесь тишина, спокойствие, никого нигде нет. Что может разорваться? Соберутся и поедут. Мы ждем, что будет все нормально. Чим би дитина не бавилась, аби не плакала, то нехай побавляться, і ми побачимо. Але при цьому дуже важливо, щоб кожен залишився людиною. І людську гідність треба нести достойно. И холод зимы убивает тебя, и хочется верить, весной возвратиться. Цветочем так горд, и так счастлив был я. То, что меня лично очень сильно беспокоит, это поляризация мнений. Мои друзья, мы с ними спорим до хрипоты. У нас хватает пока что терпения и какого-то такта наш спор не переносить на личные отношения. Но это, честно говоря, начинает напрягать. И знаете что? Киев взяла небольшая группа боевиков. Если бы в Киеве сразу их придавили, ничего бы этого не произошло, и мы с вами в Россию бы не попали. Если мы будем тянуть резину, тянули бы, они сделают, вот видите, уже гвардию. А гвардия может и нас придавить здесь. Могла бы, если мы не сделали бы это своевременно. Одни мои друзья возили передачки на блокпосты, которые на въезде в Севастополь. Это блокпосты самообороны или как? Самообороны, да. То есть и оправдание такое, что они же нас защищают и мерзнут там, им нужны сигареты, теплые вещи. А у меня возникает вопрос, а от кого они нас защищают? Я не вижу никакой опасности. В ответ что я слышу? Только пропаганду, что на подходе к городу бандеровцы. А я этому не верю. И поэтому для меня смешно, честно говоря, то, что я вижу на эти блокпосты. Они в войнушки играют. Им очень хочется, чтобы была напряженная ситуация. Им хочется взять в руки оружие и побряцать им. Вот. А другие мои друзья ездили по украинским воинским частям и возили туда передачки. То есть они через заборы как-то проходили, передавали. Мы сейчас здесь сталкиваемся с тем, что заблокированные банковские счета, карточки, мы не можем воспользоваться этим. Перед референдумом успел снять наличные все, что у меня были на карточке. С тех пор пока ничего не заработал. И я боюсь, что те ребята, которые сейчас пришли к власти в Крыму, им дадут Крым на разграбление. Они станут местными князьками и
продолжат все то, что делал Янукович, и просто заберут себе его дачи и понастроят еще. Ты не боишься так открыто об этом говорить? Я не знаю, я говорю то, о чем говорят все. Если с океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем. Знает вся страна родная, что не дремлют корабли, и надежно охраняя берега родной земли. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Турчинов-то он ведь говорил о том, что русских, да, на колени поставим. Крым судить будем. Да, ну, что дальше? Это такое по телевидению показывают? Конечно, конечно. Сидел в брови, это губы выставил, думаю, почему люди поднялись вот так? Ведь 23 года жили, тихо, вроде бы молчали, ничего не говорили. И вдруг в одночасье вы видите, как пошло. Потому что страх людей, что действительно задавят совершенно. После всех вычетов остается $50. Если поделить на сутки, получается $18 в сутки. Это завтрак, обед и ужин. Это можно прожить? Такого в России не будет. А товары детские, вон пойдешь покупать мелки. Все на китайском написано, на английском, плюс это перевод на украинский. И не поймешь, от тараканов это мелки или ребенку взять, чтобы он мог нарисовать на доске. Самое главное, девушка, за сейчас нет никакой проблемы между Украиной и Россией. Абсолютно никакой нет. Нормальные люди всегда живут в мире, нормальные люди всегда живут в согласии. А когда люди ставят во главу угла нацистские, националистские какие-то идеи, это плохо. Никто не говорит, что на Западной Украине плохие люди. Нет. Но экстремисты, нацисты, которые сейчас пришли к власти, ведь что это такое? Рано или поздно их же на Украине, я думаю, люди поймут, очистятся. Вы имеете в виду, кого именно у власти нам обещают? Я скажу, кого конкретно. Да, конкретно это лидер партии «Свобода» Тигнебок. Это Ирина Фарион, член партии «Свобода», которая призывает всех там уничтожать всех неукраинцев. Это Ярош, который объявляет войну москалям повсеместно. Это экстремисты. Ярош не при власти, но Ярош заявил о том, что он хочет быть при власти, он баллотируется в президенты. А Тигнебок уже депутат, Ирина Фарион тоже депутат. И эти люди с трибуны говорят жесткие вещи, а за трибуной они говорят вообще ужасные вещи. Вопрос не об Украине. Вопрос в том, что Украина может быть и в Евросоюзе, и в таможенном союзе, в каком угодно. Ради Бога, нет проблем. Но без нацизма, без экстремизма, как нормальное цивилизованное государство. Тогда это честь и хвала такому народу. И низко поклонюсь в пояс. Как вас? Мы севастопольцы. Мы люди России. Самый счастливый народ. Мы сейчас самый счастливый народ. И я хочу, чтобы вообще на всем земном шаре, вот как сегодня мы чувствуем сегодня себя, вот такими счастливыми, чтобы все люди вот такие же были счастливые, как мы сегодня.
что мы 23 года были в оккупации, и наконец-то мы возвращаемся домой. И мы бежали. Мы готовы были бежать ночью, днем, вечером, когда нам скажут. А что у нас было не так? Моя хорошая, мы не изучали, мы были город российского подчинения. Мы не изучали русский язык. Но когда люди, прожив и не зная других языков, старые люди, когда им надо прочитать аннотацию в лекарствах, а там все только по-украински, вот как можно это? Это просто, я не знаю, и это было 23 года. Вот люди приходили, мы брали словарник этот, чтобы перевести слова, чтобы не отравиться, чтобы не умереть от этого лекарства, понимаете? То есть такое, да? Вот если я буду говорить на русском языке и признаю своей родиной Россию, матушку, я буду всем угодной. І я буду своєю повністю. А якщо я так само сумлінно буду виконувати свої обов'язки, але говорити українською мовою і, можливо, більш професійніше виконувати справу, тому що це ж природньо, то я нарікатиму себе на небезпеку і свою рідню. Мене вкрай дивує отаке поняття мовне. Як можна з мови розпочати війну, розпочати між братніми народами. А ця війна вже почалася в родинах. Родини розпадаються. Вітання зі святом, якщо ти не приймеш, що це свято, ви маєте на увазі, що от сьогодні? Поздравлення, от зараз, от везде в транспорті, с праздником. А я наважилась спитати, с каким праздником? Ну как, у нас сегодня независимость. А говорю, а какая независимость? Ну мы сегодня присоединились к России. І от в мене підсвідомо слово «незалежність» і «присоєдінення» – це різні поняття, якщо тлумачити за словником. А що у людей відбувається в свідомості? А щось відбувається. Відстоювати право Севастополь, що був український, нас просто повбивають. Нас заріжуть серед дня. Ви такі, ви кажете, жорсткі слова «заріжуть». А тому що так і говориться. Це прямим текстом, без перекладу. От у вас були подібні ситуації, де вам погрожували? Так. Вас треба різати. Это было сказано русскими. Вас всех бандеровцев нужно зарезать. Ви фашисти. Чуєш одну інформацію, другу, душа рветься. І розумієш, що ми тут як якісь заручники знаходимося. Не знаю, що діяти, чи говорити, чи мовчати. Дуже багато перефарбувалися, хто втік, хто сховався, хто заткнувся. У нас немає ніякої чіткої інформації. Те, що ми чуємо, севастопольське телебачення, кримське, російське телебачення, інформація спотворена. Дуже багато людей навіть бояться виїздити з тої причини, що ми вже виїхати не можемо. Розповідають, що на Україні вбивають. І що краще залишайтесь тут, тому що ви в безпеці, і ваші діти в безпеці, ніж там на Україні, тому що до влади прийшов фашизм. І оце і плакати скрізь, і гасла на Україні фашизм. Я його не помітила. Украинцы тоже хороший народ. Вот хороший народ. Это вот пришла там банда, которая организовала всю эту смуту.
Я в 2008 году отдыхала в Карпатах. Я познакомилась с людьми, с украинцами. Они живут в Борисовском районе. Это такие чудные люди, украинцы. И мы готовы были разговаривать и на украинском, и на каком языке. То есть мы люди миролюбивые. Но не надо нас загонять в угол. Потому что вообще, как бы, да, мы казацкая нация и сдались без боя. Это очень неприятно. Может, пока не сдались? Ну вот, не знаю, что они там себе думают. И вот, пока что, как бы, все у нас думают о том, как теперь жить в Крыму по-российскому. Как получать паспорта наверх. И как дальше. Украинский паспорт российский собираетесь принимать? Ну, придется, если Крым станет российским, что делать? Нас же бросили. То есть по уставу имели право стрелять в нападающих, но этого не делали прежде всего потому, что люди не были уверены, что за них затупит в дальнейшем Киев. Вот. Потому что, безусловно, понятно было, что все эти нападающие, за ними сразу же шли российские военные. Вот. А возможно, российские военные были даже переодетыми среди вот этих самооборонцев. Знаете, как, например, тут будет просто бандитское правительство наподобие Чечни, а там у нас будет Украина, член ЕС и член НАТО, сильная армия, сильная экономика. Может быть, потом крымчане сами еще сюда назад в Украину попросятся. Может быть, это идет на это много лет. И может тут будут вообще этнические чистки украинцев еще побольше, чем тут бы погибло бы в гипотетической войне. Но просто это все очень неприятно. Чем если бы сейчас было бы вторжение, была бы война, понимаете? Что, идем дальше, да? Угу. Так, знаєте, зараз здається прапор, а зараз вже так дивишся, прапор це. Це офіцерська квартира, так? Да? Ну а що тут? Гуртожиток. Ну там не видно. Грязне вікно. Так. Не кажи. Зато Сонька телевізор. Для мене проблема, я вже сьогодні визначився. Я сам з Вінниці родом. От. Забираю свої речі, гружу і уїжджаю в Вінницю. От. Тому що тут мені вже оставатися, смисла немає. Ой, я навіть вам... У мене слов немає для вираження, яких озвучувати ці. Ой, не знаю. Ну, то, що наколотили людьми, от, і це не один рік. Пройде, щоб цього не успокоїти. Дослужити мені ще залишилося 1 рік, до 25. В принципі, пенсія є. От, але хотілося б ще послужити. Ну, як в зв'язку? Я розумію так, якщо б ізначально сюди хтось приїхав, яка то власть приїхала, от сюди в Крим, в Сімферополь, сіли там, договорилися, щось порішали. А так все ж воно ж, бачите, так, витіснялося в облогу, день за днем і все. От, і виходить, що ми не маємо вже своєї території, своєї землі. Посчитає нужний командуючий мене десь оприділити там в Вінниці. Значить, буду служити. Не посчитаю, значить, напишу рапорт і звільнюся. Ой, що зробити? Хай шукають місце, куди їдуть. То вже сильніше. Що зробити? Не знаю. Це повинна думати власть. Мы приезжаем в поле. Куда?
Вот мы приехали и с 2 сумками вещей. Ехать некуда, 90%. У 90% здесь были и какие-то места в общежитии, какие-то, кто-то снимал квартиру, у кого-то родители, у кого-то что. И вот сейчас люди просто все бросают и уезжают, потому что с машинами, с погрузкой мебели совсем нам никто не даст выехать. Никто не против погибнуть за Родину, но за Родину, а не за 4 стены штаба. А вот народ, который действительно звонит, помогает, поддерживает, пишут письма, нам дети шлют рисунки. У нас, ну, действительно, такая поддержка неожиданная, это и искренне, что мы, конечно, и ради народа будем стоять. Что делать? Она не сказала. Да вы, конечно, такое не пропустите. Почему же? А? Почему же не пропустить? Пропустим. Да. Вы ничего такого не показываете, как... Как это? Ну так я вам честно говорю. Ой, я имею в виду, что если вы скажете, то все покажешь. Что вы скажете? Я ничего не скажу. Я проголосовал, а сейчас вот не знаю. Иду, так смотрю, там что к чему. Эти нахватаются все. Так же сейчас будут хватать все. Мы тут как на краю. Мы так и будем жить вот тут в дерьме, и все. Не будет, мы, как же, мы Украина и Крым, Украина, Россия, мы все вместе, это вся родня, наши родственники все. Только, конечно, мы свое, ну как мы хотим отдельно лучше жить, лучше хотим жить. Я вам объяснил, как мы жили и хотим лучше жить, чем... Пусть будем мы командовать, будем ну как вот свое, будет у нас свое. И порой даже начинаешь сомневаться сам в себе, в правоте своих мыслей. Поэтому... Ну, например. Вот с какой ложью? Ну, в беркутовцы, допустим, этих вот, на Майдане, а они все это сделали, как крымские татары. Понимаете, что получается? И вот они в течение скольки лет все это муссируют о крымских татарах. Вот мы между собой говорили, перед Второй мировой войной весь немецкий народ был влюблен в Гитлера. Весь народ его поддерживал, потому что это пришло на волне национализма, доведенного до уровня шовинизма. И это все привело ко Второй мировой войне. Это зомбирование российского населения и через средства массовой информации России, там, где принимают, оно приняло такие обороты, которые просто представляют угрозу для, я думаю, что мирового сообщества. Чего мы остерегаемся? Мы боимся, сегодня появилось выражение этнических чисток. Эти этнические чистки будут представлять из себя процесс выдавливания коренного населения из Крыма. Создать такие условия, чтобы оно покидало, я думаю, что свои родные места. Крымское татарское сообщество, народ чувствует себя частью украинского сообщества. И, как говорят, надежды есть, но не знаю, что предложить, честно говоря. Мы молились. За что сегодня молятся крымские татары в Крыму сейчас?
Аллах нам дал родину как рай. И мы хотим вот в этом раю жить в дружбе, в согласии, в благоденствии с другими народами. И мы очень уважаем и очень горды тем, что нас поддерживают на Западной Украине, поддерживает нас Майдан. Мы просто, когда слышим эти слова, мы их слушаем по несколько раз в день. Мы рады, и это дает нам успокоение. И вот сегодня мы у Аллаха просили, чтобы вот эта дружба наша сохранилась, и жили мы на своей родине, в нашем раю, вместе с Украиной. Я тут уже 8 лет. Я нахожусь, что в Крыму замечательно было до сих пор. Не знаю, что будет, если американские пенсионеры живут где-то в Коста-Рике, а финские в Испании. Почему эстонский пенсионер не может жить в Крыму? Тут я наслаждаюсь летом, и зимой купаюсь в море. Замечательно. На южном берегу Крыма относительно тихо. Здесь нету воинских частей, нету военных действий, нету мародерства. Поэтому я здесь еще нахожусь и не боюсь за свою жизнь. А что есть причины бояться где-либо еще в Крыму сейчас? Ну как, каждый день случаются страшные вещи. То пропадет украинский генерал, то пропадет французский журналист, то находят труп татарина, то бьют, рвутся в квартиру севастопольского украинского активиста. Это страшно, что происходит. Ну, те, которые не согласны и живут в Крыму, они лучше бы сдерживались, потому что здесь публично выступать сейчас небезопасно. Кто не могут это все терпеть, им, наверное, лучше эмигрироваться. А Украина, конечно, должна сейчас стараться снова встать на ноги экономически, политически, социально. Я думаю, если действительно Украине удастся начинать жить по-новому, то крымчане сами понимают, где им лучше, и, может быть, через 5 лет будут хотеть обратно. Ну, во-первых, Крым очень-очень зависим из Украины во всех отношениях, и водоснабжение, и свет, и коммуникации. Если Украина не будет как мать снабжать своего ребенка со всем этим, тогда будет тут катастрофа полная. И сразу. Я понял за эти годы, что крымчане никогда не чувствовали, что такое демократия, что такое правовое государство. И трудно им объяснить то, чего они никогда не видели. Я даже понимаю людей, которым вот это
эра Януковича, вот эта анархия, власть олигархов, коррупция тотальная, что им это все надоело, и они надеются на лучшее со стороны России. Это человечески даже понятно. Праздник. Вы же победители. Празднично, да, конечно, празднично. Русскоязычный. Что там, да? Ну, да. Все всегда было. Мы ж вдребезги разбили своих врагов. Наташа, мы каждый день ходили на митинги. Это вы можете очень много видеть в интернете. И это все оказалось, нас было слишком мало. Не потому, что нас слишком мало. За нас все было решено. Да. И решено это очень давно. Потому что Киев и киевская интеллигенция, украинская интеллигенция ментально, они не связаны с Киевом. Например, у нас в Ялте маленький музей Леси Украинки. Вот я не знаю, бывала ли там Оксана Забушка. Или Юрий Андрухович, когда он однажды там заявил, что да, давайте отдадим Крым, значит, это автор еще «Черного ворона», да, господи, Шкляр. Да, ну Андрухович, давайте мы отдадим Крым. Как можно было принимать этот, или отменять этот закон Колесниченко и Кивалова? Конечно, это безобразный закон, но вместе с тем нужно было думать гораздо глубже и более гибкую политику проводить по отношению, что касается языков. Нужно было прививать культуру, прививать украинскую культуру, любовь к украинской культуре, любовь к украинскому языку, а не так мечом рубить. Не надо, Валя. А это все знают, господи, что Зина. Не надо, Валя. Ну хорошо, да. Ты хочешь быть 15-й в этом списке? Да. Здесь люди не поняли, что такое Майдан. И до определенного момента вначале люди не понимали, потом начали интересоваться. Я знаю, что даже есть люди, которые были прорусские, вдруг они поняли, что такое Майдан, что они поняли, что это люди, значит, не какая-то там организация, а действительно люди борются за свои права, за свою честь, за достоинство, за свободу. Но информационное то, что было вброшено, что, оказывается, это снайперы были, значит, в общем-то, организованы, там, скажем, там, оппозицией или что такое, люди сразу сникли. Вот суть Майдана здесь люди не поняли, потому что здесь традиционно смотрят Интер. И Интер начал показывать более-менее так объективно, я думаю, уже после 20 числа. Понимаете?
что касается, допустим, меня лично, да, то я настолько люблю Украину, то я готова вообще идти на какие-то издержки. Печку построить, чем угодно топить. Но я вот лично. Но я думаю, что этого нельзя делать. Украина должна поддерживать вот тех людей, которые вот 20 лет, 23 года были в ее составе. Надо поддерживать тех людей, которые любят украинский язык. Не только русские, не только украинцы. Есть люди, которые русскоязычные или этнично русские, но они любят украинскую культуру. И я думаю, что этот вакуум, который у нас образуется, это для нас очень тяжело. Поэтому нужно думать, как это возможно, но с другой стороны, как можно садиться за стол переговоров с этой властью, которая, на мой взгляд, нелегитимна. За счет чего вы держитесь? Я же вижу, что вы держитесь, вы все равно общаетесь. Но все равно я вижу, что-то не совсем падаете духом, это точно. Ну, как в народе говорят, надежда умирает последней. Ну, а на что надеетесь? Ну, вы понимаете, сила духа и воля. Я, в общем-то, мы, в принципе, мы сейчас... надеемся на себя. Ну, мы надеемся, что, в общем-то, там Аксенов и его команда не будут нас бросать в тюрьму за то, что мы имеем отличную точку зрения. Понимаете? А все остальное... Посмотрите, какой у нас сад. Мы подготовились, мы посеяли петрушку, укроп, салат, редисочку. Вот. Так что вот приезжайте, салатик весной сделаем. Через 40 дней уже будет редисочка. Вот. Надо же как-то жить. А, да, еще вот, вы знаете, звучат призывы, что гражданское население надо эвакуировать, военных надо эвакуировать. Почему гражданское население должно сейчас оставлять свои дома? Мы боимся, во-первых, мы боимся оставлять свои дома, потому что они будут разграблены. Во-вторых, почему мы должны вообще уезжать с тех мест, где мы прожили, в общем-то, уже полвека? Понимаете? Я начала строить дом в 1963 году. Ровно вот, кстати, 50 лет. она сама построила этот свой дом. 50 лет. Своими руками. Все мазала, красила, все, да. Абсолютно, все своими руками. Я а сад какой разбит? Надеялась на хорошую, спокойную старость. Какая связь у нас дальше останется с Украиной? Что вообще будет с нашими домами, недвижимостью, если мы не берем российские паспорта? Вот если мы не берем российские паспорта, что у нас будет? Просто вид на жительство? Какими правами мы будем пользоваться здесь? Мы этничное меньшинство, но дело в том, что я знаю, что не только этничные украинцы не хотят брать российские паспорта, а есть люди, которые чистые русские по своему происхождению. Они тоже не хотят брать. Я знаю таких людей.